Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня смотрим новинку, сборную модель фирмы «Звезда», советский истребитель Як-9Д в 72 масштабе. Совсем недавно российский производитель представил нам Як-9 в 48 масштабе, и теперь вот появился его младший брат. Рекомендуемая цена набора 740 рублей. Ну и конечно же, у нас есть к нему подарок. При покупке набора в нашем интернет-магазине iModelist вы получите полный набор фототравления фирмы Мигродизайн в подарок. Подробно о нем расскажу в конце ролика. А пока еще о подарках. 15% на любой следующий заказ, 30% на дополнение к Яку. Все просто и доступно. Длина модели около 12 см, количество деталей 57. Фотографии собранной, но не окрашенной модели на обратной стороне коробки есть. Ну и собственно больше здесь ничего и нет. Значок Як, если только еще. Ну значит модель выпущена по лицензии Яковлева. Внутри коробки пакеты с литниками. Декаль, схема окраски и нанесения декалей и инструкция. Итак, модель 2022 года. Особенность ее в том, что она собирается без клея, поэтому деталей, а их 57, не так уж и много, да мало деталей. Данная модель прекрасно подходит как моя первая модель, недорогая и несложная. В наборе всего два литника, и первый перед вами. Фюзеляж самолета, стабилизатор, киль, стойки шасси, колеса шасси, щитки стоек, выхлопы, воздушный винт, кок винта. Ну, короче, здесь 50% всего, что есть, что несложно посчитать. Фюзеляж самолета разделен продольно на две части, ну, как и должно быть в принципе. Но киля на нем нет, он выполнен отдельной деталью. Есть четкая расшивка и четкая клепка, между прочим. На обратной стороне есть направляющие, куда без клея, напоминаю, вставляются детали. И должен быть такой звук: щелк-щелк, но это как указывает в инструкции производитель. Колесо сделано одной деталью вместе с диском. Что одной деталью, это прекрасно. Есть мощный протектор. Мне кажется, что даже слишком мощный. Надписей на бортах нет, да и больше вообще ничего нет. Заднее колесо отлито вместе со стойкой. Ну, это стандартная практика. Размер колеса позволяет с ним особо не заморачиваться. Видно, там ничего не будет все равно. Стабилизатор выполнен совместно с рулем высоты. Для 72 масштаба, да еще и для сборки без клея, позволительно. Щитки опор стоек шасси сделаны с какой-никакой детализацией. Неплохо совсем. Модель позволяет сделать стойки выпущенными или убранными.
Вот выхлопы мне совсем не понравились. Очень незрачные. Однозначно еще их нужно и рассверливать. Руль направления отлит вместе с килем. Литник номер 2. Он же заключительный. Он же последний. Нет, прозрачные детали будут, конечно же. Крыло, приборная панель, кресло пилота. Между прочим, и сам пилот. Верхняя плоскость крыла. Движимые части уже отлиты вместе с ним. И к этому мы здесь привыкли. Есть неплохо выражена имитация лючков. Можно даже что-то и выделить. На нижней плоскости расшивка и клепка также присутствуют. Членение деталей, конечно, странное. Но думаю, что это необходимо технологически, из-за сборки без клея. Приборная панель выполнена уже с имитацией индикаторов приборов. Сюда еще чудесно ложится декаль, которая есть в комплекте. Фигура летчика разделена на 3 части. Руки, ноги, и все остальные части тела. И, между прочим, очень неплохое лицо у фигуры. При том, что это 72-й масштаб, собственно. Две прозрачные детали. Фонарь, который открытым сделать будет невозможно, и перегородка. Декаль отличная. На 3 варианта окраски. Опознавательные знаки. Есть индикаторы приборов, но это я уже озвучил. И много технической информации. Инструкция для сборки черно-белая. С описанием прототипа. 2 варианта сборки нарисованы. И шаги сборки. Здесь все просто и понятно. Прозрачно здесь все. Схема нанесения декалей с технической информацией на последней странице. Лист со схемой окраски и нанесения декалей. Вариант номер 1. Як-9Д из состава 1-го отдельного истребительного авиаполка «Нормандия». Конец 1943 года. Вариант номер 2. Из состава 6-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Черноморского флота ВМФ СССР. Аэродром Саки. Крым. Май 1944 год. И заключительный 3-й вариант. 64-й гвардейский истребительный авиаполк. 1-й Прибалтийский фронт. Зима 1943-44 года. По набору я закончил повествование. Теперь о подарке и о допах. Подарок. Набор фототравления фирмы Микродизайн. В наборе 2 платы.
Первая уже окрашенная. Приборная панель, детали интерьера кабины пилота, привязные ремни. Ну, вещь нужная и полезная. И вторая плата, побольше размером. Ну и не окрашенная, конечно же, что очень логично, так как это детали экстерьера. Улучшить детализацию стоек шасси, щитков, фонарь, улучшить воздухозаборник. Ну и конечно же, большая и понятная инструкция. Конкретно здесь. Это на мой взгляд. Из дополнений могу вам предложить колеса. Набор фирмы EVM. Цена со скидкой 221 рубль. В наборе два колеса основных стоек шасси и одно заднее колесо. Материал смола. Колеса выполнены под нагрузкой, с отличным протектором, с надписями по бортам. Не колеса, а колесище. Набор красок фирмы Pacific 88. Хотел сказать, что разработанный специально под эту модель, разрабатывали под 48 масштаб. А для 72 хватит и на 3 модели даже. Цена 420 рублей. В наборе 7 флаконов по 10 мл. Белая, старые шины, разбавитель естественно. Голубой средний, серый антрацит, средняя серо-голубой и красный цвет. И другой набор красок, также от российской фирмы, но уже Jim Scale. По 693 рубля могу вам предложить его. В составе 6 флаконов, но уже по 18 мл. АМТ 7 голубой, голубой авиа, АМТ-1, военно-морской авиа России, А-21М авиа и серо-голубой второй. И на этом я заканчиваю на сегодня. Приобрести Як-DVD в 72 масштабе и получить подарки вы можете на нашем сайте it-modelist.ru. А у нас поступило упомрачительное количество новинок на склад. Значит, будем видеться и слышаться еще чаще. До скорой встречи. Ваш Я-моделист и я, Виталий Новиков.